роятся комары. Хороший признак. Значит, еще будет тепло. Можно спокойно сажать чеснок и другие культуры. Вот она, народная примета. Ну и вот, кстати, смотрите, сколько червяков я тут нашел. Здесь все просто кишит червями. Это хороший признак, показатель плодородия почвы. Здравствуйте, мои дорогие друзья, гости и подписчики моего канала, садоводы и огородники. В этом видео я вам покажу самый быстрый и простой способ посадки чеснока под зиму. То есть чеснок я буду сажать сегодня озимый. Ну, таким же способом можно посадить, конечно, и яровой чеснок. Способ быстрый и простой. Также удобно таким способом подсаживать чеснок к другим культурам, то есть делать смешанные посадки, например, подсадить чеснок к клубнике, к многолетней ромашке, ну, к любым другим, в общем-то, культурам многолетним можно также подсадить. Называю я этот способ посадка под бутылочку. Сажать я буду сегодня на участке грядки, на которой у меня растут сидираты. Сейчас уже середина октября, Московская область, и сидираты у меня выросли примерно на высоту 10 сантиметров. Я показывал, как я высаживал сидираты в прошлых своих видео, можете посмотреть. Также у меня здесь есть опавшие листья, рядом растет яблоня, я их, естественно, не убираю, они перепреют, перегниют за зиму и будут служить пищей для микроорганизмов, в том числе полезных микроорганизмов для червей, то есть обогатят почву полезными веществами. Поэтому листья я не убираю. Также я не убираю сидират. Кстати, это обычная горчица. Выкапывать, либо перекапывать эту грядку, либо рыхлить ее каким-то способом я также не буду. Я просто подсажу чеснок. Немножко пару слов скажу о выборе посадочного материала. Я отобрал самые крупные головки. Из самых крупных головок я выбрал самые крупные зубчики, ну, либо дольки чеснока. Провел так называемый искусственный отбор посадочного материала. Зубчики и головки, конечно, должны быть чистенькие, не подгнившие, никакой на них не должно быть плесени, пятнышек и всему подобному. Материала, как видите, у меня не очень много. Сажаю я ограниченное количество чеснока в этом году. Немножко по срокам я, конечно, задерживаюсь, но тем не менее у нас еще хорошая погода, плюсовая температура. Почва, посмотрите, не перемерзшая, рыхлая, идут дожди практически каждый день, и температура плюс 10, плюс 7 градусов примерно у нас днем бывает. То есть посадить чеснок еще не поздно. Есть время для того, чтобы он успел адаптироваться к почве. И на следующий год весной я уверен, что он даст хорошие побеги. Итак, в чем же заключается суть метода посадки чеснока под бутылочку? Все очень просто. Берем бутылку стеклянную, подходящую от горячительных напитков, можно от водки. Вот, допустим, взять, главное, чтобы у ней было вот такое вот горлышко, и формировать с помощью этой бутылочки будем ямки. Ну вот, смотрите, углубление я делаю немного вот так вот, подкручиваю, и получается вот бутылочкой вот такая ямка. Отступаю примерно 12, может быть 15 сантиметров до следующей ямки, делаю следующую. То есть вот как раз позволяет вот этот размер делать углубление нужного диаметра и нужной глубины. Я не экономлю, место оставляю достаточно широко между зубчиками чеснока, чтобы головки вырастали крупные. Это также влияет на размер головки. Ну и ухаживать легче, пропалывать. Как раз место для плоскореза оставляю побольше. Кто-то сажает почаще, я же вот привык оставлять между соседними растениями достаточно хорошее расстояние. Ну и между рядами я также оставляю примерно
может быть 15 сантиметров, вот такую вот. Естественно, я не пользуюсь никакими линейками. Вот, все на глаз делается. Чуть побольше расстояние между рядами и немножко меньше между соседними дольками либо зубчиками чеснока. Сделал вот таких вот углублений я, несколько штучек. Ну и покажу вам, что я дальше делаю. Беру зубок и просто его сюда опускаю. Беру следующий, опускаю. То есть глубина получается примерно у всех зубчиков одинаковое, расстояние примерно также одинаковое. Все очень равномерно и хорошо. Ну вот, проложил я рядок. Ничего страшного, если у вас зубок ляжет неровно, а вот там на бочок, он благополучно прорастет, и когда у него будет весной пробиваться росток, он свое положение выпрямит на вертикальный. Не страшно вот то, что он на бочок там лег, так что не пугайтесь такому расположению. Глубина посадки зубчиков чеснока таким способом регулируется длиной горлышка бутылки. Это примерно 10-12 сантиметров. То, что нужно. После того, как зубчики оказались в земле, все посадили, ну и, конечно, нужно зарыхлить. Ну, я вот показываю руками, а так берете просто грабельки, либо плоскорез, и вот эту площадь, где вы посадили чеснок, просто немножко зарыхляете. Вот и вся посадка. Ну и подчеркну, что данный способ больше подходит для небольших посадок, небольшого количества. Вот, и также удобен для подсадки чеснока к другим культурам. Всем большое спасибо за просмотр. Остались вопросы, задавайте их в комментариях. Хороших вам урожаев!